Урок 1. Семейное приключение. Во время нашей последней семейной поездки мы путешествовали по туннелям и горам. Это звучит невероятно. Должно быть, это было настоящее приключение. Это действительно было. Мой отец также любит заниматься парусным спортом, что добавляет нашим прогулкам еще больше азарта. Парусный спорт кажется прекрасным способом исследовать. Он берет тебя с собой. Да, всякий раз, когда он может. Есть что-то волшебное в пребывании на воде. Я могу только вообразить. Сочетание гор и моря должно захватывать дух. Это действительно так. Мы всегда фотографируем потрясающие виды и оставляем прекрасные воспоминания. Я бы хотел испытать это однажды. У природы есть способ сблизить семьи. Абсолютно. Эти приключения– то, что мы ценим больше всего. Урок 2. Зимнее волнение. С нетерпением жду, когда землю покроет одеяло белого снега. Я знаю это чувство. Есть что-то волшебное в первом снегопаде сезона. Чтобы подготовиться к этому, я всегда надеваю варежки, шарф, шапку и пальто. Это идеальный способ привести себя в порядок. Когда вы наслаждаетесь снегом, очень важно оставаться в тепле. Абсолютно. Я люблю выходить на улицу, лепить снеговиков и устраивать бои снежками. Эти занятия доставляют массу удовольствия. Это пробуждает ребенка в каждом из нас. Точно. А красота заснеженных пейзажей захватывает дух. Не могу дождаться, когда все превратится в зимнюю страну чудес. Я тоже. Это одно из моих любимых времен года. Урок 3. Историческая устойчивость. Мы не раз были свидетелями исторической устойчивости в трудные времена. Да, с тех пор, как Франклин Рузвельт поднялся из инвалидной коляски, чтобы поднять дух этой нации. Его руководство во время Великой депрессии было поистине вдохновляющим и влиятельным. Абсолютно. Он показал, как решимость может преодолеть невзгоды. И его способность общаться с людьми была поразительной. Да, он действительно понимал трудности простых граждан. Его наследие продолжает напоминать нам о силе человеческого духа. Я согласен. Это мощный урок настойчивости и надежды. Давайте продвигать этот дух вперед, сталкиваясь сегодня с нашими собственными проблемами. Урок 4. Увлечение экономными покупками. Мне определенно не терпится пойти с тобой за экономными покупками. Это всегда такое веселое приключение. Я согласен. Когда мы собираемся вместе, мы всегда находим самые уникальные товары и выгодные предложения. Точно. Есть что-то захватывающее в поиске сокровищ, спрятанных среди стеллажей. Да, к тому же это похоже на охоту за сокровищами, и никогда не знаешь, что можешь обнаружить. Мне нравится, как мы можем найти винтажную одежду и необычные предметы домашнего декора. Я тоже. Удивительно, насколько характерны некоторые из этих произведений. Истории, стоящие за ними, часто увлекательны, что делает каждый предмет особенным. Абсолютно. Я уверен, что на этот раз мы получим массу удовольствия, изучая различные комиссионные магазины. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что мы раскроем. Это всегда приятный опыт. Урок 5. Коллекция рождественских открыток.
Знаете ли вы, что сегодня можно купить рождественские открытки с красивыми зимними сюжетами? Я это видел. Эта коллекция принтов создает ощущение уюта и праздника. Абсолютно. Картина действительно прекрасно передает дух сезона. Я люблю рассылать открытки друзьям и семье. Это кажется таким личным. Да, это добавляет особый штрих, который цифровые сообщения просто не могут воспроизвести. А получить рукописную открытку по почте — это всегда приятный сюрприз. Точно. Это замечательный способ подарить радость и поднять настроение во время праздников. Я обязательно возьму некоторые из этих открыток для празднования в этом году. Я тоже. Из них получаются отличные сувениры, которые люди могут беречь. Урок 6. Правила техники безопасности. Я слышал, что в некоторых местах запрещено использовать легковоспламеняющиеся материалы по соображениям безопасности. Это имеет смысл. Безопасность всегда должна быть главным приоритетом в любой среде. Да, особенно в местах, где много людей или чувствительное оборудование. Сколько времени обычно занимает процесс принятия этих правил? Это может быть по-разному, но обеспечение безопасности каждого стоит потраченного времени и усилий. Абсолютно. Лучше быть осторожным, чем рисковать несчастным случаем. Я полностью согласен. Соблюдение правил техники безопасности защищает всех участников. Также важно распространять информацию об этих правилах. Определенно. Чем больше мы информированы, тем больше безопасности мы можем быть. Урок 7. Музыкальные таланты. С раннего возраста он играл на флейте, скрипке и фортепиано, демонстрируя свои разнообразные музыкальные таланты. Это впечатляет. Судя по всему, у него было очень артистическое воспитание. От Стивена, выросшего в энергичной деловой семье, ожидалось, что он преуспеет во многих областях. Я могу себе представить, какое давление он должен был чувствовать, чтобы добиться успеха как в музыке, Да, так и в сбалансировать бизнесе. эти ожидания может быть довольно сложной задачей для любого. Но изучение нескольких инструментов, должно быть, дало ему отличный творческий выход. Абсолютно. Музыка может быть прекрасным способом выразить себя в условиях стресса. Воодушевляет видеть, как он превратил эти проблемы в достижения. Определенно. Его история побуждает других следовать своим увлечениям, несмотря на ожидания. Урок 8. Художественное мастерство. Многие эксперты считают его величайшим скульптором всех времен, и легко понять почему. Да, его внимание к деталям и способность передавать эмоции через камень поразительны. Одна из его самых известных скульптур — настоящий шедевр, отражающий суть красоты. Абсолютно. То, как он оживляет свои творения, невероятно вдохновляет. Его работа продолжает оказывать влияние на художников и скульпторов по всему миру. Удивительно, как искусство может преодолевать время и до сих пор находить отклик у людей. Его наследие является свидетельством силы творчества и самовыражения. Мне бы очень хотелось когда-нибудь увидеть его скульптуру лично. Это был бы фантастический опыт. Искусство способно объединить нас всех. Урок 9. Сосредоточенность и отвлечение. Я попробовал несколько обучающих видео на YouTube, но дома постоянно отвлекаюсь.
Это может случиться с каждым. Легко потерять концентрацию, когда вокруг так много вещей. Точно. Я ловлю себя на том, что отвлекаюсь на другие задачи вместо того, чтобы оставаться на правильном пути. Задумывались ли вы о том, чтобы установить определенное время для обучения, чтобы свести к минимуму Это отвлекающие отличная факторы? идея. Планирование выделенного времени может помочь мне лучше сконцентрироваться. Да, создание тихого места или отключение уведомлений также могут иметь значение. Мне нравится что. Это помогло бы мне больше сосредоточиться на содержании, которое я пытаюсь изучить. Определенно. Нахождение режима, который подходит именно вам, может улучшить ваш учебный опыт. Я попробую и посмотрю, поможет ли это мне оставаться более вовлеченным. Урок 10. Духовное подношение. Существует множество поверий относительно подношений, которые следует делать богам. Да, и некоторые полагают, что их следует применять и к некоторым заменителям богов. Это интересно. Это поднимает вопросы о том, что мы ценим в наших духовных практиках. Точно. Некоторые люди рассматривают национализм как один из самых опасных заменителей истинной веры. Когда национализм берет верх, это может привести к расколу и конфликтам. Важно помнить суть единства и сострадания в духовности. Абсолютно. Признание нашей общей человечности жизненно важно для гармоничного сосуществования. Я согласен. Нахождение общей точки зрения имеет важное значение для преодоления проблем. Подобные разговоры могут помочь нам задуматься о наших убеждениях и ценностях. Урок 11. Преимущества осознанности. Успокоение ума необходимо для общего благополучия, не так ли? Да, это создает гармоничное и мирное состояние бытия. Точно. Это позволяет нам более эффективно справляться со стрессом и проблемами. Я заметил, что когда я уделяю время дыханию и медитации, я чувствую себя намного лучше. Замечательно. Практика осознанности может улучшить концентрацию и ясность в повседневной жизни. Абсолютно. Это помогает увидеть перспективу и оценить настоящий момент. Я считаю, что даже несколько минут осознанности могут существенно изменить мой день. Да, удивительно, как такая простая практика может иметь глубокие последствия. Давайте возьмем на себя обязательство включить больше осознанности в наши распорядки дня. Урок 12. Выбор украшения для дома. Я думаю, интересно, как люди украшают свои дома вокруг окон. Да, это действительно может улучшить общий вид дома. Некоторые люди изо всех сил используют шторы, растения и освещение, чтобы создать уютную атмосферу. Абсолютно. Он добавляет характер и теплоту жилому пространству. Однако иногда это может показаться ошеломляющим, если происходит слишком много всего. Это правда. Поиск баланса является ключом к созданию спокойной обстановки. Мне нравится, когда окна дома выглядят просто, но элегантно. Да, это может сделать пространство более уютным и комфортным. Давайте поделимся некоторыми советами по украшению, когда мы встретимся в следующий раз. Урок 13. Исследование природы. Как насчет посещения близлежащего национального парка в эти выходные? Это звучит как фантастическая идея. Это прекрасное место
где можно расслабиться и пообщаться с природой. Точно. Пребывание на свежем воздухе может быть очень освежающим и омоложивающим. Я согласен. Кроме того, это отличный способ отвлечься от суеты повседневной жизни. Мы можем отправиться в поход, насладиться пейзажами и, возможно, даже сделать несколько фотографий. Мне бы хотелось запечатлеть красоту парка через объектив фотоаппарата. Это было бы потрясающе. Природа предлагает так много потрясающих видов для фотографирования. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что мы вместе обнаружим в парке. Это будет приключение, наполненное весельем и отдыхом. Урок 14. Утренняя встреча. Идеальный. В какое время нам следует встретиться для нашего приключения в парке? Давайте встретимся в 9 утра у входа в парк. Это дает нам много времени для изучения. Звучит как план. Я люблю начинать рано, чтобы максимально использовать день. Я тоже. Утренний свет такой красивый, особенно в парке. Абсолютно. Это создает волшебную атмосферу, идеальную для фотографирования. Кроме того, в это время вокруг обычно меньше людей, что делает его более спокойным. Мне нравится иметь тропы, позволяющие по-настоящему погрузиться в природу. Точно. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что мы откроем вместе. Это будет захватывающий день. Обязательно возьмем с собой и перекусы. Урок 15. Развлечения на выходных. Привет! Как прошли выходные? Это было потрясающе. Я был на концерте, который был просто фантастическим. Это звучит невероятно. Кого вы видели на выступлении? Я увидел свою любимую группу, и они исполнили все свои хиты. Ух ты! Живые концерты обладают такой потрясающей энергетикой. Должно быть, это было волнующе. Это действительно было. Толпа была в восторге от этого, и атмосфера была наэлектризована. Я могу только вообразить. Они тоже играли твою любимую песню. Да, они это сделали. Это был особенный момент, когда все подпевали. Это потрясающе. Мне нравится, когда фанаты собираются вот так. Урок 16. Пищевые предпочтения. Я небольшой любитель острой еды, но с мягкими вкусами справляюсь. Это понятно. Острая еда не для всех. Точно. Я предпочитаю наслаждаться вкусом без ощущения жара, подавляющего мое небо. То же самое. Я считаю, что мягкие вкусы могут быть не менее вкусными и сытными. Есть так много трав и специй, которые добавляют вкус, но не придают остроты. Абсолютно. Есть ли у вас любимое блюдо, которое вам нравится? Я люблю макароны с легким соусом из чеснока и оливкового масла. Это так вкусно. Это звучит восхитительно. Мне нравятся средиземноморские блюда из-за их свежих ингредиентов. Это всегда отличный выбор. Приятно найти блюда, которые соответствуют нашему вкусу. Урок 17. Изменения в путешествии. О нет, почему изменили расписание рейсов? Я не уверен, но давайте спросим у сотрудников авиакомпании дополнительную информацию. Хорошая идея. Лучше всего получить факты непосредственно от них.
Точно. Они могут предоставить наиболее точную информацию о нашем рейсе. Надеюсь, это не вызовет слишком большой задержки. Мне не терпится приступить к работе. Я тоже. Всегда неприятно, когда планы поездок неожиданно меняются. Но, по крайней мере, мы можем сохранять спокойствие и вместе во всем разобраться. Абсолютно. Я уверен, что в конце концов все наладится. Давайте подойдем к информационной стойке и получим ответы. Урок 18. Путешествия и приключения. Недавно я вернулся из Таиланда, и все это были потрясающие впечатления. Это потрясающе. Я всегда хотел посетить Таиланд и изучить его культуру. Вам обязательно следует. Еда, люди и пейзажи незабываемы. Я могу только вообразить, какая часть поездки вам понравилась больше всего. Мне нравилось посещать храмы, они были такими красивыми и наполнены историей. Это звучит невероятно. И я слышал, что архитектура здесь потрясающая. Это действительно так. Цвета и детали захватывают дух. Мне бы очень хотелось увидеть рынки и попробовать вкусную уличную еду. Вам бы это понравилось. Вкусы яркие и уникальные. Урок 19. Процесс ферментации. Для завершения ферментации обычно требуется несколько дней в зависимости от используемого метода. Можете ли вы определить разницу между различными процессами ферментации? Абсолютно. Каждый метод может обеспечить различные вкусы и текстуры конечного продукта. Это увлекательно. Мне нравится узнавать, как происходит ферментация в продуктах питания и напитках. От хлеба до йогурта ферментация играет жизненно важную роль во многих вкусных продуктах. Я нахожу удивительным, что такой простой процесс может создавать сложные вкусы. Точно. Это похоже на маленькое волшебство, происходящее на кухне. Мне бы хотелось поэкспериментировать с ферментацией дома. Это звучит весело. Вам обязательно стоит попробовать. Я могу помочь вам начать с некоторых рецептов. Урок 20. Доверие правительству. В прошлом году мы произвели 1 000 000 тонн стали, и мы все были этому очень рады. Это впечатляет. Должно быть, это потребовало много тяжелой работы и самоотверженности. Да, и это действительно показало, насколько мы доверяли нашему правительству в поддержке. Доверие очень важно, особенно в таких крупных проектах. Точно. Когда люди верят в своих лидеров, это может привести к большим достижениям. Важно иметь правильную точку зрения и понимать общую картину. Абсолютно. Сильное лидерство может вселить уверенность и способствовать прогрессу. Я согласен. Интересно видеть, как сотрудничество может привести к успеху. Давайте продолжим поддерживать инициативы, которые приносят пользу всем членам нашего сообщества. Урок 21. Какие навыки Марка. Марк играет одну игру в неделю, и ему это очень нравится. Это звучит как отличный способ оставаться активным и весело проводить время. Он хороший хоккеист и всегда выкладывается на льду. Наверное, интересно наблюдать за его игрой. У хоккея такой захватывающий темп. Это определенно так. Энергия во время игр заразительна.
Я могу себе представить, как давно он занимается хоккеем. Он играет с детства, так что теперь у него достаточно опыта. Это впечатляет. Всегда приятно видеть, как кто-то преследует свою страсть. Я восхищаюсь его преданностью делу и любовью к спорту. Урок 22. Готовимся к приключениям. Звучит великолепно. Давайте возьмем наши куртки, прежде чем отправиться в путь. Хорошая идея. Позже может стать холодно, особенно если мы какое-то время будем на улице. И не забудьте взять с собой немного воды, увлажнение важно. Абсолютно. Я всегда чувствую себя лучше, если потребляю достаточное количество жидкости во время активного отдыха. То же самое. Это сохраняет нашу энергию во время исследования. Мне не терпится увидеть красивые достопримечательности и насладиться свежим воздухом. Это будет фантастический день. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Прежде чем уйти, давайте убедимся, что у нас есть все необходимое. Определенно. Я еще раз проверю свою сумку, чтобы убедиться, что все в порядке. Урок 23. Очищение и ясность. Каждая задача по уборке может помочь очистить ваш разум и освежить пространство. Это звучит интересно. С чего начать организацию своего дома? Начните с одной области за раз. Это делает процесс менее утомительным. Отличная идея. Я могу сосредоточиться на одной комнате, вместо того, чтобы пытаться сделать все сразу. Точно. Вы почувствуете себя успешным, завершив каждую область. Мне нравится это чувство достижения. Это мотивирует меня продолжать идти. Кроме того, аккуратное пространство может создать более спокойную обстановку. Я согласен. Удивительно, насколько большое значение может иметь чистота помещения. Давайте вместе займемся этим проектом по уборке. Будет веселее. Урок 24. Исследование острова. Знаете ли вы, что турист может увидеть большую часть острова всего за пару дней? Действительно, это звучит приемлемо для короткой поездки. Да, здесь достаточно интересного, что можно увидеть и чем заняться, не торопясь. Замечательно. Какие места, которые вы бы порекомендовали обязательно посетить? Я бы посоветовал посетить прекрасные пляжи и местные рынки, а не яркие и полные жизни. Это звучит идеально. Я люблю погружаться в местную культуру и пейзажи. Вам обязательно понравится. Каждый район имеет свое уникальное очарование и развлечения. Не могу дождаться, чтобы исследовать. Звучит как замечательный способ провести несколько дней. Абсолютно. Давай запланируем поездку в ближайшее время. Я уверен, что мы прекрасно проведем время вместе. Урок 25. Приключенческие мероприятия. Я слышал, что туристам доступны потрясающие водные виды спорта и посещение храмов. Звучит авантюрно. Я хотел бы попробовать некоторое водное развлечение. Вы можете заняться подводным плаванием, покататься на кайках или даже заняться серфингом на пляжах. Ух ты! Это звучит захватывающе. Я всегда хотел научиться серфингу. Вам обязательно стоит попробовать. Инструкторы дружелюбные и очень полезны. А как насчет посещения храма? Я заинтригован культурой
и истории. Посещение храмов обязательно. У них потрясающая архитектура и спокойная атмосфера. Звучит как идеальный баланс приключений и культурных исследований. Точно. Нам следует составить список мероприятий, чтобы ничего не пропустить. Урок 26. Составление списка покупок. Прежде чем отправиться за покупками, давайте составим список, чтобы ничего не забыть. Хорошая идея. Начну с фруктов и свежих овощей. Отличный выбор. Свежие продукты необходимы для здорового питания. Да, мне также нужно добавить немного перекусов на неделю. Мне нравится, когда есть здоровые варианты. Перекусы важны. Какой тип вы имеете в виду? Я думаю о батончиках мюсли и ореховой смеси. Они идеально подходят для путешествий. Это отличный выбор. Я добавлю немного йогурта и, возможно, немного сыра для разнообразия. Идеальный. Давайте обязательно проверим нашу кладовую, прежде чем завершить список. Абсолютно. Это поможет нам избежать покупки дубликатов и сэкономить деньги. Урок 27. Обмен валюты. Когда дело доходит до валюты, наш обменный курс очень конкурентоспособен. Приятно это знать. Какую сумму вы хотели бы обменять? Думаю, обменять пару сотен долларов на поездку. Это звучит разумно. Всегда полезно иметь под рукой немного местной валюты. Кроме того, это упрощает транзакции, особенно в небольших магазинах или на рынках. Я согласен. Это также полезно для чаевых в ресторанах и других службах. Абсолютно. Давайте проверим лучшие курсы, прежде чем совершить обмен. Отличная идея. Я хочу быть уверенным, что мы получим максимальную отдачу от наших денег. Давайте проведем небольшое исследование и найдем лучший вариант для нас. Урок 28. Просьба о помощи. Я не решаюсь их беспокоить, хотя они заботятся о тебе. Это нормально. Просить о помощи, когда она вам нужна. Каждый ценит участие. Ты прав. Иногда я беспокоюсь о том, что стану обузой. Не думайте так. Людям обычно нравится предлагать поддержку тем, кто им дорог. Думаю, мне нужно изменить свое отношение к просьбе о помощи. Да, это признак силы. Обратиться за помощью, когда это необходимо. Спасибо, что напомнили мне. Мне будет удобнее спросить в следующий раз. Абсолютно. Ты никогда не будешь обузой. Все дело в построении связей. Я ценю вашу поддержку. Я буду иметь это в виду в дальнейшем. Урок 29. Бизнес-задачи. Есть ли проблемы, с которыми сегодня сталкивается бизнес? Да, в последнее время сбой в логистике и цепочках поставок стали довольно частым явлением. Это правда. Это влияет на сроки доставки и может создать дефицит в продукции. Точно. В результате многие предприятия изо всех сил пытаются удовлетворить спрос. Интересно посмотреть, насколько взаимосвязана наша глобальная экономика. Да, сбой в одной области может затронуть различные отрасли. Однако компании находят новые способы адаптации и преодоления этих проблем.
Абсолютно. Инновации и гибкость являются ключом к процветанию в трудные времена. Мне любопытно посмотреть, как бизнес будет развиваться в ответ на эти проблемы. Урок 30. Иммиграционные вопросы. Будут ли мне задавать много вопросов в иммиграционной службе? Обычно они задают основные вопросы о ваших планах поездки и цели визита. Это имеет смысл. Им важно знать, кто въезжает в страну. Да, они также могут спросить о вашем жилье и о том, как долго вы останетесь. Надеюсь, я к этому готов. Я хочу произвести хорошее впечатление. У тебя все будет хорошо. Просто отвечайте честно и ясно, и все будет в порядке. Спасибо за успокоение. Теперь я чувствую себя более уверенно в этом процессе. Без проблем. Просто не забывайте сохранять спокойствие и собранность. Я ценю вашу поддержку. Я возьму на заметку этот совет. Урок 31. Удобство местных магазинов. Да, он есть прямо за углом отсюда. Отлично. Это очень удобно для быстрых поездок за необходимыми вещами. Точно. Мне нравится, когда поблизости есть магазин, где можно приобрести товар в последнюю минуту. Это значительно облегчает жизнь, особенно когда ты торопишься. Абсолютно. Кроме того, здорово поддерживать местный бизнес. Да, я всегда стараюсь делать покупки на месте, когда есть возможность. Это замечательный способ внести свой вклад в сообщество и получить то, что вам нужно. Я согласен. Давайте проверим это и посмотрим, что у них есть. Звучит как план. Я с нетерпением жду возможности изучить местное предложение. Урок 32. Регулярная стирка. После стирки одежду необходимо сушить в сушильной машине. Да, это правда. Иногда вместо этого мы вывешиваем одежду на веревку, чтобы она высохла. Мне это нравится. Сушка на воздухе придает одежде свежий запах, который трудно превзойти. Абсолютно. Кроме того, это отличный способ сэкономить энергию и быть экологически чистым. Точно. И приятно видеть, как они порхают на ветру. Я согласен. Это кажется более естественным, и солнце также может помочь их продезинфицировать. Да, солнечные лучи могут быть весьма эффективны для этого. Вы предпочитаете использовать сушилку или сушку на воздухе? Я предпочитаю сушить на воздухе в хорошую погоду, но зимой использую сушилку. Урок 33. Ароматы для изготовления свечей. Какие ароматы вы рекомендуете использовать для изготовления свечей? Лично я люблю лаванду и ванил. Они создают такую успокаивающую атмосферу. Это отличный выбор. Лаванда отлично расслабляет, а ваниль успокаивает. Точно. У них обоих есть способ сделать пространство уютным и привлекательным. Позволяет смешивать ароматы. Иногда комбинации могут быть действительно восхитительными. Да, я экспериментировала с лавандой и ромашкой, и это было чудесно. Это звучит прекрасно. Должно быть, это создавало по-настоящему безмятежную атмосферу. Это действительно так. Мне также нравятся цитрусовые ароматы, которые придают мне освежающее ощущение. Это отличная идея. Цитрусовые могут поднять настроение и наполнить пространство энергией.